Кораблекрушение грузопассажирского парома МВ «Таратай-Прима». Грузопассажирский паром «Таратай-Прима» затонул 11 января 2009 года около 4 часов ровно по местному времени. Паром перевозил более 300 человек, перевернулась в Макасар-проливе от западного Сулавеси, Индонезия. Выживший заявил, что паром дважды подвергался 4-метровым волнам. Первая ударила так сильно, что судно вышло из равновесия. По словам очевидцев, угол приблизился к 30 градусам, прежде чем другая волна ударила с другого направления и затопила судно. Официальные лица Индонезии заявляли, что на борту затонувшего парома находилось более 300 человек. В последующие дни с места затопления эвакуировали 35 выживших. Более 300 человек числятся пропавшими без вести. Все они считаются погибшими. В результате гибели более 300 человек считается самой смертоносной морской катастрофой в Индонезии с момента затопления судна Синапати Нусантара в 2006 году. Грузопассажирский паром МВ «Таратай-Прима», который обслуживал переправы между островами из Пари-Пари, Южной Сулавеси, Самаринду, столицу Южного Калимантана, которая находилась на острове Борнео. Паром перевозил 365 пассажиров с членами экипажа, а также груз, в основном рис, весом около 443 тонн. Погода, когда он отбыл из Пари-Пари, все еще была в приемлемых условиях, и, как сообщается, присутствовала морось. Около 2 часов ровно по местному времени экипаж грузопассажирского парома «Таратай-Прима» сообщил рабочим в Пари-Пари, что на паром обрушился торнадо. Это была последняя записанная передача с парома. В 4 часа ровно по местному времени корабль МВ «Таратай-Прима» был в районе Бату-Рора. Погода была неблагоприятной, волны достигли высоты 3-4 метра. Данные местного радара показали, что паром находился в штормовую погоду. Большинство пассажиров спали. Поскольку волны неоднократно обрушивались на паром, он начал раскачиваться. Затем паром начал крениться в сторону под углом 30 градусов. Когда еще одна волна обрушилась на паром, он быстро перевернулся на правый борт. Выжившие заявили, что большинство пассажиров спали внутри палубы, когда произошло опрокидывание. Сразу после опрокидывания паром затонул. Поскольку катастрофа произошла менее чем за 5 минут, большинство пассажиров не успели среагировать. Паром затонул. Внутри оказалось более 300 человек. Поскольку контакт был потерян, в этот район был направлен поисково-спасательный персонал. Первое сообщение пришло от рыбака поблизости. В первые часы после катастрофы к месту прибыли многочисленные корабли и рыбацкие лодки. По крайней мере, 18 выживших были найдены и эвакуированы в Мажен. Национальная армия индонезийской направила самолеты и корабли в этом районе. Однако спасательной операции помешали неблагоприятные погодные условия. Многим кораблям было приказано покинуть этот район, а нескольким другим кораблям было приказано оставаться в этом районе. В Самаринде были созданы кризисные центры. Власти немедленно связались с родственниками пассажиров на борту. Среди родственников возникла путаница, так как имен их близких не было в списке пассажирских манифестов. По словам официальных лиц, многие пассажиры не были указаны в манифесте. В манифесте было указано 250 пассажиров с экипажем на борту. Однако в сообщениях говорилось, что на борту парома находилось 357 человек. В первый день поисково-спасательными службами были обнаружены еще 17 выживших. Выжившие были эвакуированы в Пари-Пари. 12 января официальные лица заявили, что паром находился на глубине 500 метров и находился в 3 милях от побережья Мажена. Они добавили, что место затопления было примерно в 6 милях от места крушения парома. Отсутствие оборудования и навигации еще больше затрудняло поисковую операцию.
19 января официальные лица заявили, что было обнаружено 44 жертвы. Из них 35 были найдены живыми и 9 мертвые. По-прежнему пропало без вести более 300 пассажиров и экипажей. Район поиска находился на юге Мажино. Они добавили, что для поиска пропавших пассажиров и экипажей были задействованы вертолеты, военные корабли и самолеты, и что обломки парома находились примерно на глубине 1040 метров. В семьях провели поминальную службу в память о погибших. Поскольку тела больше не извлекались из моря, поисково-спасательная операция была прекращена властями 20 января. На месте затопления собрались родственники и бросили в море цветы. Во время пресс-конференции 12 января министр транспорта Джусман Сафей Джамал заявил, что паром столкнулся с суровыми погодными условиями недалеко от Мажино. Судя по показаниям капитана, паром перевернулся, когда волны ударили по парому с правой стороны. Он поставил под сомнение решение капитана продолжить движение к Самаринде, хотя официальные лица из местного метеорологического агентства предупредили о наличии плохой погоды. Позже добавили, что капитан должен был отменить рейс в тот день. Радиолокационные изображения этого района доказали, что во время катастрофы погода была не в хорошем состоянии. По словам главы индонезийского агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Шривара Б. Харджина, он заявил, что во время катастрофы возле парома произошло циклоноподобное явление. Ветры регистрировались со скоростью 84 км в час. Максимальная скорость ветра для безопасной эксплуатации судов составляет 56 км в час. Волны в этом районе оценивались примерно в 3-4 метра. Сама зона затопления считается сложной, поскольку моряки часто замечают водовороты. График загрузки парома следователям не удалось найти. Таким образом, они не смогли определить общий вес парома. Они нашли пассажирский манифест. Однако были разночтения в отношении реального количества пассажиров и экипажей на борту. Следователям пришлось рассчитывать вес, исходя из предположений. Экипаж отметил, что груз весил около 443 тонн, а на борту находились 365 пассажиров. Расчет обоих весов показал, что паром был перегружен на 200% от его фактической вместимости. Национальный комитет по безопасности на транспорте опубликовал итоговый отчет. Следствие установило, что при затоплении паром был перегружен. Капитан также проигнорировал предупреждение о плохой погоде от должностных лиц местного метеорологического агентства. Дальнейшее расследование показало, что во время катастрофы в моторный отсек хлынула вода. Расследование также показало, что груз не был загружен должным образом, поэтому центр тяжести парома сместился. Паром потерял устойчивость и перевернулся на бок.